Привет, друзья! Сегодня приготовим очень вкусный торт. Воздушный, мягкий и ароматный медовик со сметанно-сливочным кремом. Ну что ж, начнем. 50 грамм сливочного масла и 120 грамм меда перекладываю в миску и ставлю на водяную баню. Постоянно помешиваю, пока не растопится масло. Добавляю 1 чайную ложку соды без горки и, помешивая, держу на водяной бане около 7 минут. Появляется обильная пена, и как только масса начнет менять цвет, снимаю с плиты, хорошо вымешиваю все и оставляю остывать. Тем временем в другую миску разбиваю 1 яйцо, добавляю 100 грамм сахара и взбиваю 7-8 минут миксером до светлой пышной массы. Заварная основа уже остыла, добавляю сюда яичную белую массу и хорошо перемешиваю до однородности. В несколько этапов добавляю 250 грамм просеянной муки и замешиваю тесто сперва лопаткой, затем руками. Тесто должно получиться липким. Припыляем его поверхность мукой и оставляем отдохнуть на несколько минут. Теперь заготовлю пергамент. У меня будет 6 коржей диаметром 20 сантиметров. Отмеряю и вырезаю 6 листов пергамента. Затем припыляю стол мукой, немного вымешиваю тесто и делю его на 6 частей. На этом этапе у меня уже включена духовка на 180 градусов, и я раскатываю первый корж. Раскатав, вырезаю крышкой круг и ставлю так выпекаться на 5 минут. Пока первый выпекается, раскатаю второй корж, припыляя по необходимости мукой его и скалку. Кто-то раскатывает сразу все коржи, а мне удобно, пока выпекается один, я раскатываю следующий, и так до самого конца. А вы выбираете способ, как вам будет удобно, так и делайте. Отделяем коржи от обрезков. Лучше это делать, пока коржи еще теплые. Теперь первая часть крема. 330 грамм отвешенной сметаны кладу в миску. Добавляю 100 грамм сахарной пудры. Взбиваю все миксером около 4 минут до пышной и увеличенной в объеме массы. Как я делала отвешенную сметану, оставлю ссылку на видео в описании. Сметану убираем в холодильник, а тем временем берем жирные сливки 33-35%, 200 грамм, и взбиваем также около 4 минут миксером до пышной и увеличенной в объеме массы. Сливки должны быть охлажденными, но не в морозилке, и также важно следить за тем, чтобы не перевзбить их. К сметанному крему постепенно подмешиваю взбитые сливки в 2 приема. Все перемешиваю до однородности. Мой крем уже готов. Он получился пышный, воздушный и довольно стабильный. Теперь собираю тортик. Устанавливаю разъемную форму. По дну тарелки размазываю немного крема и кладу первый корж. На каждый корж выходит по 2 полных с горкой ложки крема. Разравниваем равномерно крем и так собираем весь торт. Если у кого нет разъемного кольца, то торт вполне собирается и без него. Снимаю кольцо и оставшимся кремом покрываю бока торта. Выравниваю и вытираю лишний крем салфеткой с тарелки. Высыпав обрезки с коржей в кулек, хорошо измельчаю скалкой, а затем рукой. Обсыпаю крошкой торт. Сначала бока торта, а затем верх. Для обработки крошкой боков торта удобно использовать силиконовую лопатку.
Если присыпать достаточно много крошки, то тогда торт выглядит пушистым и аппетитным. Ну а вы, конечно же, присыпайте по своему желанию и вкусу. Тортик почти готов, осталось немного. Отправляю для пропитки в холодильник на 3 часа, а пока приготовлю украшения из сухофруктов. Ну вот, прошло время, и тортик пропитался. Теперь украшаем произвольно по своей фантазии. По желанию присыпаем сахарной пудрой. Ну как, нравится тортик? Уверена, у вас тоже все получится. Я делала первый раз за много лет и очень довольна результатом. Сейчас разрежу и посмотрю, какой он внутри, а также попробую на вкус. Тортик получился мягким, пропитанным, с насыщенно медовым ароматом, цветом и вкусом. Кто еще не пробовал сделать такой торт или не пробовал по этому рецепту, всем рекомендую. Торт получается очень воздушным и необыкновенно вкусным. На этом пока все. Жду ваших отзывов в комментариях. Ставьте пальчик вверх, если понравилось это видео, а также подписывайтесь на мой канал, я буду очень рада. Всем желаю приятного аппетита и до следующих новых вкусных рецептов. С вами была Оксана. Пока-пока.